Ой, привет, привет, ребята! Хочу вам показать сегодня небольшое видео про хоечки. Слушайте, у меня вчера вечером претензия пришла от моих домашних. Говорят, что там за ароматы у тебя в квартире, в комнате в одной? Что там у тебя так благоухает? Ну, я сразу, конечно же, догадалась, кто это шалит. Ну, это же, конечно же, Лакуноза, Эскимо Сильвер. И это вот, вы понимаете, это не один только цветоносик. Тут еще много их формируется. Она прям сейчас в ударе, как и каждый день, как и всегда. Но бывают у нее перерывы. Вот здесь. И вчера какой-то уже осыпался цветонос. В общем, девочки, моя эскимоха вообще молодец. А по-моему, здесь осыпался цветонос. Смотрите, сколько раз она уже здесь цвела. Невероятно! Невероятная, ароматная. Не всем нравится ее такой сладкий аромат. Мне нравится, знаете, разбавляет вечернюю грусть, тоску. Заходишь и сразу попадаешь в тропики. Ну, замечательная. Она у меня сплэш, но она где-то сплэш меньше, там, где солнышко на нее не попадает. Вот видите? А где-то сплэш побольше на листиках. Ну, беспроблемная. Как пересадила ее в такой вот вазончик. Надо, кстати, будет ее пролить душиком, видите, соли. Соли, постоянно удобрения попадают хоечкам от моих орхидей. Поэтому надо периодически проливать. И знаете, что мне в ней нравится? Она не обижается, если ты немножечко ее не польешь и приходишь, находишь прям листики вообще тоненькие, и понимаешь, что ее надо скорее поливать, поливаешь потихонечку, по чуть-чуть, и она потихонечку отпивается и возвращается у листиков прежняя форма, и все хорошо становится. Но если есть цветение в этот момент, конечно же, она сбросит. Ее соседка, менее ароматная, но не менее привлекательная, Ребекка. Вот, она, конечно, няшная очень дамочка. Девочки, гляньте на ее цветоносики. Вот так она цветет. Видите? Вот. Здесь вот так. Похоже, да? А здесь меньше, конечно, цветочек, мне кажется, чуть-чуть меньше. Но он розовый, он такой няшный, он такой Барби. И он очень утонченно пахнет. И их здесь тоже немало. И, в принципе, ее цветение я всегда принимаю и жду с удовольствием. И сейчас, вот смотрите, такой период, конец мая, вся просто в цветоносах. Немножечко загар у нее, у Ребекки, появляется на листиках, на новых. Видите? Вообще замечательная. Мне нравится. Вот тут я уже срезала девчонкам, желающим по 2-3 узлика. Размножала ее. Красоту надо размножать. Вот новые бутончики формируются. И здесь, в общем, красота. Мелкашки решили порадовать цветением. Красотки просто вообще. Она у меня обрастает. Мне ее прислали, девочки, я даже не помню с какого города, при очередном заказе хоечек прислали мне тоже и такую красоту. Ой, смотрите, как здорово. Видите? Такой букетик и цветоносик. И этот цветоносик впервые будет цвести, это видно сразу. А вот этот уже многожды цвел. Видите? А здесь впервые будет цветение. Здесь тоже уже рабочий цветонос. Немножко, видите, ожоги от солнца прошлогодние есть. Ну, она была вообще там маленьким таким, знаете, череночком, и вот она постепенно нарастает. Там у меня 2 стаканчика, вот в большом стаканчике она стоит, оно как кашпо, а там внутри маленький стаканчик с грунтом, с разрыхлителями, и там прорезаны дренажные отверстия для того, чтобы... Ой, не хочу беспокоить. Для того, чтобы лишняя вода сливалась, а потом допивалась. И так им лучше.
так им лучше. Надо все-таки у стаканчиков делать еще кашпо, если это стаканчик, или горшочек должен быть с дренажными отверстиями. И пускай лучше лишняя влага в кашпо, а потом по надобности хоечка забирает эту влагу. Ну, няшная, девчонки. Никогда не акцентировала внимание на Ребекке, но сегодня хочется. Хочется, потому что она вот такая розовая Барби. Ну, мне нравится она. Вообще здоровская. Не даю ей плестись, она у меня вот тоже на стеночке ампельна. Так, кто здесь еще рядом? Ваете Триколор. Перестала ее резать, девочки все просят ее. А я говорю, нет, стоп. Стоп стрижкам мы наращиваем. Девочки, ни разу не цвела, но хотя бы растет. И там я вижу кое-где даже новенькие пустила веточки. Потому что я очень переживала. Я ее почикала. Все говорят, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Думаю, нет, я останусь вообще без прически в зиму. Поэтому пока что стоп. Стоп стрижка. Она не из тех хой, которые вот подстрижешь, и она там тебе побежит, вот как Лакуноза или как Ребекка, давать ответвление. Она замирает такая вот. Видите, у нее какой действительно триколор. И светлый цвет, и зелень, и вот такое бордо. Так отцветает моя орхидеечка, но второй бутон цветет. Такая вот прелесть. Так, девочки, здесь у меня в зарослях хлорофитума спрятался обычный сигелатис. Тоже цвел. Ой, мне нравится этот сигелатис стандартный тем, что он цветет красивыми оранжевыми корзинками. Но на данный момент тоже, видите, подстригался. Со стрижкой тоже был, ну вот он дал, смотрите, дал новые пагоны. Вот этот вообще в комнату пошел. Ну ладно, не трогаю, не мешаю. Может, не нравится ему. Тут в метре от окна, но, возможно, ему вот там больше нравится. Все-таки хои, они любят в кроне деревьев произрастать, в тенечке. Им спекотно лето не на пользу. Здесь мне листик не нравится у него. Какой-то он такой, знаете, и мне так кажется, ну как бы как недоразвился. Вот здесь у него цветонос. Но цветонос молчит. Сейчас я посмотрю. Тут тоже у него... надо, девочки, полить. Тоже у него, чувствую, легенький. Все, надо сейчас полить пойти взять. Стаканчик. И стаканчик еще вот во втором стаканчике. В общем, растет здесь. Так, тут я вам показывала в других видео про орхидеи. Про орхидеи красивое цветение дендробиума фармери. Ну и перебираемся на эту сторону. Там у меня обещает хоя цвести. Ну, бутоны что-то она там оставила. Это первое ее цветение. Хоя очень такая несговорчивая. Ну вот дала вот такой длиннющий ус. Зацепилась за лаказию. В общем, я жду от нее хотя бы один бутон раскрывшийся. Так, и показываю вам поближе. Подойду. Здесь у меня две хои мелколистные. Сегодня про мелколистные хои. Моя Black Leaves. Девочки, мы тоже цветем. Они здесь у меня такой ансамбль по вечерам устраивают. Прям этот самый. Смотрите тоже, как она цветет. Интересно. Вот даже сейчас немножко ароматит. Похоже на лакунозу, но это кранхиниана Black Leaves. Немножко, как бы, видите, и вроде схожие листочки, да, и вроде цветение похоже, но кранхиниана Black Leaves. Вот такой у нее темный лист становится, или он даже, я вам скажу, новый лист темный. Вот она в куртисе забралась. Ой, это ж я тебя так закинула. Смотрите, какой у нее уже длиннющий ампельный усик. И вы знаете, это не вся его длина. Это ж надо, девочки, сейчас. Я в шоке. Это самая длинная веточка у меня, получается, достигла размера больше метра. И на этой веточке два цветоноса. Нет, один. Да, один.
еще не распустившиеся бутоны, а это на другой. То есть я вот эти веточки обрезала девчонкам. Девочки, кто хочет, хоечки мелколистные, любые другие, вы все смотрите мои видео, спрашивайте. В Фейсбуке Анна Ярощук. Я, конечно, подумываю, может как-то мне сделать, я просто все время об этом думаю, группу по хоечкам в этом, как называется? Господи, девочки, в Телеграме, чтобы можно было делиться впечатлениями. Слушайте, ну вот это косище достает до окна. Представляете, ну это больше, девочки, метра. А знаете, почему она у меня не порезана? Я вспомнила. Девчонки просили, а в тот момент у меня резались другие краешки на черенки, потому что это был просто ус. А вот я еще цветонос нашла. Был просто ус, и этот ус был без листиков. Ну куда мне его закинуть? На эту, на куртиську. Ну иди на куртиську. Вот так вот. Так что, девочки, захотите кранхиниану, да, она сначала с характером. Как бы вот при укоренении, там все ее боятся. Но потом она, когда уже наращивает корнями горшочек, осваивает, она у меня вот так растет, видите? Вот там сколько корней уже внизу, я доливаю водичку, видите? Корни вышли вот так вот. Она, я вам рассказывала много раз, она у меня тоже, с ней у меня не все получилось. Она у меня скинула, девочки, корни. Я быстренько пообрезала черенки, поукореняла. Думаю, все, я останусь без кранхинианы. Все, точно все правду говорили, что с ней не совладать. И в итоге я просто оставила тот кустик, который был залит, именно вот этот, не трогала. И потихонечку она просохла, и там, видно, какая-то часть корней оставалась незначительная. Просто я срезала ей шапку, стрижку ей сделала, и количество оставшихся корней стало соответствовать количеству оставшихся листьев. Она восстановила тургор и пошла, и вот она сейчас вот такая. А то, что я посрезала, поукореняла, те все черенки поехали к новым господыням. Так, девочки, сейчас сниму видео и все-таки с этой веточкой что-то дорешу, потому что мне не нравится, вот так как я ее запутала, надо ее, наверное, вот сюда продеть, именно к ней. Так, кранхиниана мне тоже очень нравится. Ой, кранхиниана, это ж она кранхиниана. Куртиси мне очень нравится, она тут у меня тоже во все стороны растет, но вижу, что растет в комнату, не растет в солнечную сторону, к окну не хочет расти, не потому что так, она сама так выбрала направление роста, растет вот сюда, то есть отворачивается от света, представляете? Ну так, значит так. Но она у меня уже такая дамочка приличная, ну пока не цвела, но я вижу, девочки, вот сейчас прям вижу, ловлю взглядом, что цветонос, нет, это корешки. Это корешки. Я уж думала, что я цветонос увидела. Не вижу. У меня куртиси обычная, непривередливая. Девчонки тоже с удовольствием приобретают черенки. Есть куртиси и варигатная сейчас, и полностью серебряная с заливкой. Но у меня уже такая есть. Мне достаточно этой красоты и в таком исполнении. В общем, две вот эти красотки у меня здесь растут. А что же вот это за хоя? Вот это хоя, девочки. Я не могу еще сказать точно, как она называется, но очень вредничает. И наконец-то в этом году она дала ус. И ус вот такой вот длинный. И дала даже цветонос. Ну, это даже не цветонос, девчонки, сейчас я вам покажу. Вот так отдельные цветочки, видите, будут. Надеюсь, не отпадут. В общем, я пока не увижу цветения, я точно вам не скажу, что это за хоя. Лист вот такой. Много хой с похожей листовой пластиной. В общем, не знаю. Она у меня тут висит уже очень давно. И только вот я говорю, вот этой весной сподобилась мне наконец-то на рост. Видите?
И когда я увижу, что... И вот тут, по-моему, тоже что-то она затевает, похожее на цветочки. Давайте глянем. Не хочу... Нельзя ж трогать их усики. Непонятно. Но я даже не могу вам сказать... Что-то она здесь тоже какое-то вот по ходу роста затевает цветение. В общем, лучше не трогать, я ее не трогаю. Вот прям когда зацветет хотя бы одним цветочком, и мы ее идентифицируем. Потому что всяко может быть. Здесь у меня немножечко излишечков, сейчас вам покажу. Как-то связала хороший черенок, лобоватый, варигатый. И такой, знаете, неказистый, который солнцем попеченный. Кусочек стволика, ну, побега срезала. Думаю, ну, пускай будет. И вот укоренился практически. Ну, еще пока так явно корней не видно, но сверху больше корни. В общем-то, вот корень в горшочек уходит. Но начался рост, значит, там корни есть. Внутри просто еще не вышли к стенкам горшка. В общем, кто захочет укорененный обоватый варигатый сплэш череночек, поделюсь. Так, здесь девочкам выращиваю. Пообещала укоренить. Ой, девочки. В общем, пытаюсь вот так, на фитиле, в личузе. Это как эксперимент. Укореняю для девочки набаваенсис. И вы знаете, корней пока не вижу, но вижу, что точка роста ожила. И пошли вот новые листики. Укоренить набаваенсис очень непросто в моих условиях. В тепличку сейчас не ставлю. Рассматривала вчера корни. Ну, по-моему, вот, да, или мне кажется. У меня уже бывает даже кажется. Она сначала сидела в торфе Классман и что-то сидела и молчала очень долго, хотя уже весна. И я смотрела какое-то видео у девчонок на каналах про хоечки и поделились, что набаваенсис неплохо укореняется по-шустрому именно в личузе. А я говорю, о, сама себе говорю, о, у меня же есть личуза, надо попробовать. В общем, пробую, не знаю. Так, здесь в перлите у меня укореняется Сигелатис Ах 001, но я знаю, что там уже корни должны быть, он очень быстро укореняется. Так, еще пару укореняшек, это вот чисто мои укореняшки, которые не излишки. У меня все никак ничего не получается вот с этой девочки лакунозой, которая Mint Coint. Это просто вообще, я не знаю, как это назвать. Это тоже надо, наверное, брать и пробовать личузу. Я не знаю, во что ее садить. Уже и в теплице, и без теплицы, и все равно я уже психанула. Взяла вот так вот, накрыла сверху стаканчиком, говорю, стой и не морочь голову. Если судьба тебе расти у меня, будешь расти. Не судьба, значит не будешь. Так, это моя... А что-то зачахла моя лакуноза Big and Very Long Leaves. И я себе сделала вот такой вот череночек. Он тоже сидел, но корешок вижу. Ну, вроде как пошла. Вроде как пошла. Я ее, в общем-то, знаете, почему у меня растение пропало. Ну, не... Вот я тут еще 2 черенка в воде укореняла и посадила сейчас в грунт. Буквально вот вчера вечером. Ой, воды много. Ну ничего, она же в воде стояла. Она у меня осталась зимой. В зиму осталась на лоджии. И прихватились листики. Вернее, прихватились корешки, и все это дело на листики перешло. В общем, я теперь укореняю ее заново. Но у меня есть материнское растение, но оно не айс. В общем, я лакунозу заново пытаюсь укоренить. Ну, какая-то она... Видите, она прям пожелтела. Я уже ее думала, может, вредители. Я ее обрабатывала от клеща. Непонятно. В общем, жду результат. Так, кто у меня здесь еще в тепличке остался? Сейчас я вам покажу. Это у меня был бесхозный черенок.
моей Собах Бьюти. Собах Бьюти. Она уже там прихватилась корешком. Я немножко вчера ей добавила не водички, а сверху грунта, потому что корни в тепличке пошли наверх расти, и я ее присыпала. Ну, очень хорошая хвоя, очень нарядная, прикольно цветет. Цветет так, как цветут все и клеменсиорумы, и финлансони, все вот цветение похожее, только немножко разный аромат. Ну, у нее очень такой приятный аромат, она мне очень нравится, у меня большой, уже огромный куст. И вот тоже кому-то связала девчонкам черенок, и у этого черенка была очень короткая ножка. И я думаю, ну, оставлю себе. Я все, что такое, знаете, не кондиция, короткая ножка, там какой-то, то, что мне не нравится, если я вижу, что будут какие-то трудности с укоренением, то я оставляю себе и пытаюсь укоренить. Вот сейчас тоже укорениться в тепличке, увижу, когда корни у стенок горшка, тогда, ну тут вот корень, вот он вот здесь вот уже входит в субстрат, тогда и буду его на излишки предлагать. Так, а здесь вот эта вот хвоя, которая мне была подарена, я никак не могу с ней совладать. Ой, даже забыла, как она называется, но девочки, кто в теме, узнает ее листик. Она неплохая, интересная, из тех первых хвой. У меня есть ее нижняя часть в плагроне, тоже стоит молча, ничего не растит. И я черенок срезала, и вот в теплице живет, и тоже ничего не растит. Ни корней не вижу, ни новых ростов, и не погибает, и не растет. Вот это меня у хуечек немножко расстраивает. Потому что ты уже покажи, на каком мы свете, да. Вот это, кстати, вот быстро. Раз, все, дала точку роста, побежала обовато. А это вот прям сидит. Не знаю, может с теплицы ее достать. Я бывает, если вижу, что в теплице дело не идет, достаю из теплицы. Так, и вот это у меня точно так же. Но это я наоборот поставила в теплицу. Это сломался черенок от моей New Guinea Host. И что вы думаете? Корень! Ура! 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 За столько месяцев корень. Как-то она тяжело. И она вроде как показала точки роста. Вот они, видите? Точки роста. Потом она их взяла и засушила. Но раз у нее корневая пошла расти, значит, у нас все будет хорошо. Все, ставлю ее обратно в теплицу. Я вот туда-сюда их, то в тепличку, то из теплички. Потому что вот бывает такое, вот эту я уже из теплицы достала, она уже все. Она уже адаптируется на воздухе. Не знаю, эту тоже достану. Так, это у меня без теплички. Ну вот это пускай еще постоит в тепличке. В общем-то, в тепличке две красотки у меня стоят. В общем, кто желает, вот эти две красотки могу вам, девочки, выслать. Высылаю по Украине. У меня тут был недавно казус, я вам рассказывала, да. Девочка из другой страны со мной общалась. И... Нет, так, все, я больше никого не ставлю. И, в общем-то, когда мы с ней посчитали цену... сейчас вам по пути покажу, что у меня зачах мой... Видите, какая корневая? Зачах мой фикус. Вот такой вот, с варигатностью немножко. Я его вообще полностью обрезала. Но он вообще просто... Тут стоял стеллаж у меня с орхидеями, ему не хватало света, и он полностью вообще помер. В общем, я 2 черенка срезала. Не могу я без него остаться. В общем-то, вот мы растем. Думаю, что сохраню. Сохраню. Обовьет, оплетет корнями весь этот ком, пересажу в больший объем. Смотрите, какие корни. Вау, да? Солнце ему надо. Все, что с варигатностью, всему надо солнечный свет. В общем-то, мы очень долго общались. И вдруг, когда уже пришли к финалу, определились с растениями, с ценой, и когда пришло дело к тому, что к отправке, к адресам, оказалось, что вообще в другой стране
И что вообще это как бы, ну, как бы совсем никак. Совсем никак. И поэтому, девчонки, высылаю по Украине. Так что, чтобы не было лишних вопросов, потому что часто пишут, просят туда, в Европу отослать. Ну, как бы сейчас, понятное дело, есть такая возможность. Сейчас и в Америку можно отсылать. Новая почта у нас ого-го-го. Но это же растения, девочки. Ну, как растения куда-то отсылать? Они же пропадут. Это еще, знаете, котлеи и прочее такое, дендробиумы, орхидеи, которые можно без корней там отсылать куда угодно. Так, куда мне поставить тебя? То эти так сильно не подсылаешь, девочки. Казалось бы, вот что ты одела ему вот эту тепличку, сделала, поставь его туда. Нет, я хочу ему индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Так, я покажу еще одного укореняшку, который вот девочка ждет. Пообещала, срезала ей лату Искандар. Череночек. Сейчас нахлобучу на него кулечек. Ну вот вчера буквально мы с ней списывались. Привет вам в комментариях. Показываю вам, на какой стадии. Еще пока корней не вижу. Корни появились у этого черенка в водичке. Но как только они появились, я в грунт посадила. И вот девочка ждет. Я говорю, ну давайте подождем хотя бы один корешок у стенок горшочка. Я люблю, чтобы было все чики-пики. Смотрите, как лата Искандар загорает. Кстати, девочки рассказывают, что вот это медведь Тедди, он у меня тоже есть. Сейчас вам его покажу. И вот это лата Искандар, это уже два клона. Это клон А, лата Искандар. Лата Искандар, я вам рассказываю, это название водопада в Малайзии. Так и называется, лата Искандар. Может, я неправильно произношу. И вот он клон А. А клон Б сделали, это как пенисюлярис, да? Хоя вид такой, да, получается, пенисюлярис. Ну, если что, девочки, поправите меня в комментариях. А вот мишку Тедди сделали клоном Б. Так что, но клон А мне больше нравится, он посговорчивее, чем клон Б, который мишка. Сейчас покажу, что там мой мишка, и покажу вам свою латочку. Я срезала ей верхушечный черенок с одним листиком, и вот пытаюсь укоренить. Потому что я ее ни разу не резала и не укореняла, вот это впервые. Она в прошлом году, думаю, обрежу, чтобы она у меня, она что-то это вот засушила прошлогодний ус и стоит ни туда, ни сюда. Так, а ну-ка, здесь точки роста нет еще. А ну, девочки, давайте глянем. Ну, по-моему, вот здесь, да? Вот здесь уже точка роста оживает, мне кажется. И вот корешок. О, хорошие новости. Видите корешок у основания? Да, да, все будет хорошо. Даю прогноз на все, что, то, что будет хорошо. И она на солнышке вот так здоровски загорает. Даже там, ну, надо вообще буквально, чтобы чуть-чуть то солнышко попадало. И у нее такой красивый летом загар. Сейчас покажу вам мишку. Ну вот сразу вам свою взрослую лату покажу. Я вот срезала здесь черенок. Надеюсь, что здесь вот, вот уже, наверное, будет где-то здесь, скорее всего, пойдет рост. Хотелось бы, чтобы она дала рост. Вот это вот лата Искандар, клон А. Видите, как она загорела? Я ее пересадила. Вот она красавица. Крупный лист такой, она мне очень нравится, девочки. Цветет красиво, как водопад, с ее цветов падает нектар прям на листья. Точно водопад. И она уже у меня в таком... Я дала ей больше грунта, думаю, чего ты не растешь? Чего ты... Весна пришла, она как бы как не проснулась еще. Смотрите, какая красивая, да? Вау, клон А. Такая она у меня. Думаю, что у вас она не хуже. Но кто содержит ее без подсветки? А может, здесь пойдет? Может быть, и здесь. Смотрите, ниже узлом, да? Похоже. Ой, хочу, чтобы пошла новая веточка. Но она, конечно, бесподобная. Очень декоративно выглядит листва. Солнце здесь у меня после 3. Вечернее. И смотрите, как классно. И покажу сейчас вам клон Б. Этот клон Б это что-то.
С клоном Б, конечно, я ношусь тут уже не первый год, вы все это знаете. Меня часто в комментариях девчонки спрашивают: Аня, как там твой медведь? Мишка Тедди! Ну вот, что-то здесь он собирается растить. Посмотрите, что он творит, девочки. Сидит он у меня на гидропонике. Это что такое? Это плагрон, внизу вода. И через верх я ее наливаю. Вот там вот вышли, видите, какая зелень. Вот это уже его корни. Вот смотрите, видите, в горшочке. Вот он пьет. Пьет, но расти не хочет. Вот это вот все, что его попытки были нарастить корневую. Корневая это есть, нарастить листву. В том году он меня осчастливил вот этим листом. Я ему низкий уклин за этот лист. Ну, листья все разные. Я думаю, что, наверное, ему нужна сильно хорошая влажность воздуха, скорее всего. Но смотрите, эти клоны, они разные. Типа говорят, что одна хоя, но разные клоны. Может быть такое. Тут даже фактурный лист можно пощупать и все эти венки пальчиками прощупать. А здесь нет такого. И по форме вообще разные. Вот тут вообще как в виде сердца. И по поведению разные. И по условиям содержания разные, мне кажется. Не знаю, чего они таких сгребли в одну кучу, я не понимаю. В общем, я очень жду, что здесь что-то сосвятится. А ну. И вот он так типа выдает такую кочечку, типа вот сейчас я как пойду расти. Девочки, ну что скажете? Какой-то потенциал есть. Ну, здесь вот конкретно что-то пошло уже. Но не будем пугать. Поставим на место, ничего не будем ему менять. Где он у меня стоит? Стоит, конечно, подальше от окна. Вот тут вот на полочке, веселой вот такой компании. На него, наверное, хорошо влияет аромат прекрасного этого фаленопсиса, вот этого наш лавруши. Лавруша ему пахнет специями, как на родине, а этот его подзадаривает сыропеги. Короче, девочки, вот такие вот дела. В общем, стоит он здесь, я все боюсь, чтобы не упал. Ну, в общем-то, вот стоит здесь, солнышко на него практически не попадает. Ну, может, вскользь, ближе к вечеру. В общем, вот такие вот дела. Так, растет моя дисхидия Apple Leaves. Вот эта красота, смотрите, как она выглядит. Я уже ее и разными фунгицидами, и инсектоакарицидами, я не знаю, она у меня замерзла, и все. Вот я от нее отрезала. Ну вот новый лист, вот такой вроде. В общем, посмотрим. Я уже, девочки, я хотела уже все это захватить и в мусорку отправить. Думаю, ну иди знаешь, что с ней такое. Тем более недавно смотрела видео девчонок из Америки, там из Европы, орхидейников, любителей орхидей, как они там тестируют растения на различные заболевания. Так вот, очень может быть, что среди нашего домашнего разнообразия орхидей и различных растений могут быть вирусные растения. Так что вот так вот. Не знаю, девочки. Котик, жив-здоров, кто в теме. Жду корешки. Это тоже подвязала листья. Все нормально. Ну, в общем, сегодня про хоечки. Про хоечки. Дисхидия авата цветет. Если это так можно назвать цветением. Видите? И нравится мне листовая масса, которая начала наращиваться у Минибель. Минибель стояла в прошлом году, мне ее подарили, не росла, ну, теперь вроде как понеслась. Так, Матильду показываю вам свою, жду от нее цветения, потому что вот цветоносы, видите, один, второй. И Матильда моя, так как на нее падает свет, после обеда часа в 4 начинает она уже получать солнечные лучи, и она тут прям такая деловая, уже завоевывает пространство. И, короче говоря, смотрите, она начала вот такие красивые листики выдавать.
за что ей благодарочка. И вот такие вот наполовинку. Так что все, друзья мои, всех обнимаю. Показала вам всю свою компанию. Ну, не всю, конечно. Тут вот у меня разные хои растут. Видите? Вот это я срезала верхушку. И ни один черенок залила, короче, в этом горшке залила. Не знаю, что будет, но пока и не помирает, и не живет. Ну, жду. Практически там чуть-чуть поливаю. Жду, может быть, корней нарастит. Но черенок стоит на укоренение от нее. Так, и вот хоя Фичи, казалось бы, я все ей ищу место в моей квартире. И я поняла, что для того, чтобы ей быть зеленой и красивой, не такой сильно пасмурной, ей надо какая-то полутень. Где-то я видела, ага, увидела сегодня новый рост у нее там у основания, видите, вот он. Ну, казалось бы, Фичи. Красиво она, конечно, на картинках цветет, но я что-то думала, что у меня с ней не будет проблем. Мало того, что я ее залила в зиму, она у меня покрылась вот этими плямбами. Не то от цвета, не... ну вот это вот от цвета. В общем, я с ней ношусь, как с писаной торбой, по всей квартире, ищу ей, где ей лучше. И я поняла, что ей надо расти где-нибудь в полутени. Тогда она не будет такая. И вот она здесь вроде как неплохо. Ну, мне так кажется. Ой, ну, хотелось бы от нее такой более красивый лист. Не такой. Это подаренный мне черенок. По-моему, да. И я с самого начала очень долго его укореняла, что у меня не получалось. У нее, кстати, цветонос есть. Что-то я не видела, что у нее цветонос. Боже мой, какая ты ляля! Ты будешь цвести. Ой, я хочу увидеть, как цветет Фичи. Ну, это точно Фичи. Ну, так у меня было написано. Хоя Фичи. Говорят, что она вкусно пахнет. Не знаю. У нее цветение в виде таких шариков. Да, девочки? Посмотрим, да? В общем, я ее обратно задвигаю. Я ее уже посадила на фитиль. Там немножко водички. И, в общем-то, она здесь... Ей то сильно сухо, то сильно мокро. В общем, короче, сидит она у меня здесь. Так, где? Теперь я буду... Этот цветонос... А, он там как-то за горшком. А, вот он, вот он. Так, мне теперь надо не прозевать, девочки. Цветение Фичи. Я себе не прощу, если я найду уже на полу цветочки, как часто бывает. Приходишь 2-3 дня и все. А ты приходишь, а там уже ничего нет. Вот как здесь, например. Видите? Когда ты уже цвела? Уже отцвела. Вообще. Но я еще увижу. Я не раз видела цветение этой красавицы. Так, ну и у меня неплохо пошла здесь расти еще одна дисхидия. Это моя любимая дисхидия, дисхидия хирсута. Девочки, тоже ни разу не цвела. Видите, сколько у нее весной пошло направлений роста. Но я очень хочу думать, что ее цветение, конечно, не будет таким красивым, но мне просто интересно ее посмотреть вообще на цветение. Вот такие листочки у нее клевые, видите? Интересные. Видите, сколько? Вот здесь я, по-моему, обрезала кому-то из девчонок пару узлов. Девочки, укоренилась, напишите, все нормально. И вот она пошла ветвиться. Она у меня там вообще в таком маленьком горшочке. Видите, вон корешки. Стаканчики, не в горшочке. Но я сделала прорези. И вы знаете, когда сделала прорези, убрала застой воды, вода уходит в стаканчик. О. Стоп, девочки. Стоять. Это что? Это цветонос или что? Это не могу понять. А что это такое? Непонятно. Или это просто... это черенок. Черенок срезанный. Или цветонос. Ну, пока цветоносов я не вижу. В общем, начал проливом поливаю, и водичка там чуть-чуть полила, водичка стекла лишняя. Так она расти нормально начала. Вот так вот. Расскажу еще пару слов о моей эллиптике. Эллиптика моя вот здесь, подальше от окна, начала нормально развиваться.
Видите, сколько листиков выдает, а то что-то вообще зачахло. Сейчас вроде нормально. Ей главное, чтобы на нее не палило солнце, чтобы ей было комфортно, не сильно влажно и не сильно сухо. В общем, вот так вот. Пошла, короче, она у меня здесь куститься. Я безумно рада. А здесь вот такие усы гонит красопета. Это у нас каудата подобная, вся в цветоносах, очень красиво цветет. Именно на этом месте тоже ей понравилось, на фитиле. Это фувоенсис, да? Фувоенсис. Флагеллата у меня. Вон, видите, у нее что творится? Фитиль весь она этими, там водичка еще есть, корнями заросла прям. Смотрите, сколько цветоносов. Это фувоенсис, а флагеллата у меня все-таки не выжила. Там, по-моему, черенок у меня стоит на укоренении. Ну, я говорю, кто не с нами, то все. Просто она не убрала ее с солнца, она у меня высохла, я ее сильно пересохла, я ее полила. В общем, корни все ушли. А это красиво цветет. Я вам фоточку вставлю. Вижу, что она скоро опять будет вся в цветочках. Ну и напоследок покажу вам вот эту свою красоту, подарок Марины. Ой, опять я забыла, как ее звать, но она мне немножечко полысела сверху. Тоже я оставила ее в холодной лоджии в прошлом году, и листья посыпались. Но она растет, я там сверху насадила, и рядом с ней серпенс. А серпенс надо снять и посмотреть. Серпенс Хоя, конечно, не из простых. Она у меня уже не первый год. Вот, наконец-то в этом году у нее такой вот ростик появился с цветоносом. Неужели мне серпенс зацветет? А вот еще цветонос. Да и в том году тоже были цветоносы, но ничего она на них не изобразила. Очень клевая такая. Видите, растет одной веточкой серпенс, но она очень медленная. Ну, у меня очень медленная. Может, у вас там есть какие-то для них фитомодули. Если, думаю, фитомодуль поместить с определенной влажностью, я думаю, дело пойдет. Но у меня здесь растут именно в моих условиях и принимают мои условия. Говорю, не нравится, значит все. Пожалуйста, адаптируйтесь. В общем-то, все неплохо, но очень медленно. Ну вот тут бутончики вроде как появились. Видите? Ой, какие бутончики. Вы же понимаете, что Матильда. Сейчас вам еще раз покажу. Вот в сравнении с Матильдой листики серпенс. Матильда это продукт скрещивания серпенс и обычной карнозы, бабушкиной карнозы. Помните, все бабушкину карнозу с обычным зеленым листом скрестили серпенс, получилась Матильда. Так что вот так. Видите, какой у нее листик интересный. Такой. Вот. Так что, девочки, конечно же, в 4 раза меньше листик серпенс, чем у Матильды. И у Матильды цветение красивое за счет того, что у нее не крупный лист по форме от серпенс, а цветок такой по отношению к листикам ее крупный, как у карнозы. И получается вау-эффект. Все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем крепкого здоровья. И пусть ваши хоечки, орхидеечки вас радуют. И вообще все комнатные растения, они все прекрасные. Они все нам дарят любовь и позитив. Я обожаю растения. И, кстати, насчет вот этой Матильды, я недавно вообще так смеялась, прихожу, а цветонос, вернее, вот этот рост, он был меньше. И вы знаете, я вот так стою возле нее, рассматриваю, а он вот так вот по стеклу, вот здесь был на стекле, я его вообще не трогал, а он сам вот так вот лезет, как бы ищет, как закрепиться. Это так медленно, медленно. Я аж замерла. Я говорю, боже, они просто прям живые. Пришла сегодня утром и ура, ура, ура! Открываются первые бутончики этой прекрасной хои.
Но пока они не желтые, а такие зелененькие, видите? Надо подождать. И есть еще один зонтик здесь, и вот он только набирает обороты. Красотулечка. Ну, я не знаю, надеюсь, что они будут желтенькие. Я думаю, что им надо созреть этим звоночком. Их всего 5. Такие интересные. Прикольные. Что-то, ребята, недолго музыка играла. Ну вот, эти уже 2 колокольчика отцветают. Кто-то еще не открылся, кто-то открывается. Ну, прикольный. И вы знаете, мотылялся ус, бился об облаказию. И вот здесь вот это красивое облако еще не распустившихся бутонов осыпалось. Ну, это моя вина, потому что я не закрепила. Ну, ничего. Любуюсь пока вот этой симпатичностью. Такой, видите, цвет. Не совсем желтенький, но такой, с зеленцом. Такие вот интересные колокольчики. Единственное, их неудобно рассматривать. Давайте поближе посмотрим. Заглянем, так сказать. Вот отцветающие вот так выглядят. Вот только открылся, и вот бутончик еще. То есть они не одновременно открываются. Но это первое цветение. Сделаем скидку на первое цветение. Ну, хотелось бы, чтобы они сразу открылись. И чтобы была такая, знаете, чтобы был зонтик открывшихся цветочков. Такая няшка интересная. Ну, очень интересное цветение у этой хвои.